А если я скажу, что Израиль обязан своим существованием именно Ирану? Только факты. Это место в Иране называют Пасаргады. Здесь покоится Кир Великий, основатель империи Ахименидов и единственный иностранец в истории, которого Библия официально признала помазанником Божьим. Книга пророка Исаии, глава 45, стих 1. «И говорит Господь помазаннику своему, Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы». 2500 лет назад на востоке лютовала сверхдержава Вавилон на территории современного Ирака. Царь Навуходоносор II захватил Иерусалим и разрушил первый храм Соломона, угнал все население в рабство в Вавилон. Именно в Вавилоне евреи начали активно записывать свои священные тексты, например, Ветхий Завет. Это длилось около 70 лет. И тут Кир Великий, царь персов, захватил Вавилон практически без боя, издал приказ отпустить евреев в Иерусалим, более того, вернул им все золотые сосуды, ценности, которые у них украли. Он провозгласил: пусть каждый народ молится своим богам и живет на своей земле. В 1879 году в Вавилоне нашли глиняный бочонок. Он покрыт клинописью. Сейчас хранится в Британском музее. Лично Кир Великий на нем отчитался перед богами и людьми. Надпись такая: «Я захватил Вавилон, я отменил рабство и приказал всем депортированным народам вернуться домой». По возвращению евреи начали строить второй храм на том же самом святом месте. Это храмовая гора в Иерусалиме сейчас. Но дальше вы просто не поверите. Кир Великий не просто разрешил строить, он выделил финансирование из персидской казны на построение второго храма. Еще одно доказательство. Книга пророка Исаии, глава 44, стих 28, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Позже следующий персидский царь Дарий I подтвердил этот приказ и продолжил финансирование из персидской казны до полного построения второго храма. Второй храм простоял после этого 600 лет. Вот перед вами гробницы персидских царей, персидские кресты. И сегодня это место доступно для туризма, поражает своим великолепием и красотой. А вы знали, кстати, что в Иране до сих пор живет самая большая еврейская община на Ближнем Востоке, после Израиля и Турции? Более того, у них есть синагоги и даже свое место в парламенте. Вот такая необычная история. Персы спасли еврейский народ от полного исчезновения. Вообще вражда Ирана и Израиля длится всего 45 лет, а до этого они были лучшими друзьями на Востоке. Можно сказать, два народа с общей ДНК историей. Вот она, картинка сегодняшнего дня. Как вы считаете, ребята, возможен ли мир между ними снова? Ведь они строили вместе храмы и были связаны клятвой верности и благодарности.